Всем привет! Я продолжаю показ своих идей. Рецепт теста вы можете посмотреть под видео в инфобокс. Я напишу ссылку на замес теста. Нам нужно сделать 5 вот таких лепестков. Для этого мы раскатываем круглую лепешечку. Ну и теперь мы можем чуть-чуть вот так вот по длине ее сделать. Чуть-чуть, не сильно так. Все, примерно вот так вот. Теперь нам нужно ее смазать маслом растительным. Маслом смазывается для того, чтобы потом вот эти вот не слиплись между собой. Не сильно, только чуть-чуть. Теперь делим вот так наполовину и делаем такие вот косые надрезы. Не сильно вот такие широкие, но и не узкие такие. Середину не задеваем и вот здесь не разрезаем. И хорошо прорезаем, сколько получится. Поворачиваем и с этой стороны также. Вот здесь, если у вас здесь разошлось, разрезали, соедините. Все, теперь нужно так немножко их разъединить, растянуть слегка вот так, чтобы они разошлись все эти надрезы. И теперь вот с этой стороны сворачиваем как рогалик. И сворачиваем вот, когда вот тут вот эта середина будет вот так вот почти наверху. Вот так. И теперь нам только остается вот эти немножко растянуть. Вот так. И вот так подогнуть. И вот так вот мы будем складывать 5 штук на готовом пироге уже. Вот эти можно немножко вот так натянуть. Но смотреть, чтобы вот тут не разошлись. Все, я приготовила 5 штук и примерно их положила, как они будут лежать. Это я сейчас просто так их положила. Их лучше делать, сперва приготовить сам пирог, а потом их делать и сразу выкладывать. Для пирога у меня будет начинка картошка и фрикадельки. Фрикадельки тут только фарш, соль, перец и лук. Специи, как вы хотите, какие хотите, можете еще добавить, можете зелень добавить, это ваш вкус. И картошку. Картошку я очень-очень мелко порезала, потому что она очень долго готовится. Поэтому я ее совсем измельчила. Выкладываю картошку. Где-то у меня 5-6 картошек таких средних, наверное, у меня. Ну и фарш я, может быть, я не знаю, может 200 грамм я взяла. Картошку можно присолить немножко. Если у вас тоже картошка долго готовится, то ее можно еще заранее чуть-чуть поджарить. Надо было сразу тут посолить, но ничего страшного, я сейчас так чуть-чуть картошку, прям совсем чуть-чуть. Ну, еще потом распределится эта соль и чуть-чуть перец. Перец уже есть, лук тоже есть в фарше, так что картошку я лук не кладу. И теперь нужно защипнуть края. Поднимать края нужно обязательно, чтобы этот весь сок не вытек. Ну, теперь будем выкладывать наш
лепестки наши. Желательно, чтобы лепестки были одинаковые. Здесь в середину их складываем. Если он сильно большой лепесток, можно чуть-чуть вот так подогнуть. И последний наш лепесток. Теперь нужно вот это все подправить. Ну и желательно, чтобы они не такие большие. Лучше, чтобы они были меньше, чем вот, чтобы они только вот до сюда доходили. Они тогда аккуратнее и будет симпатичнее. Сегодня у меня сильно тесто разошлось, потому что я сделала их заранее. Их нужно сразу делать, когда уже все, пирог готов. Все подправляем сколько надо. И оставлю минут на 20-15 на расстойку и потом в духовку на 180 градусов. А по времени я буду смотреть, как приготовится картошка. Ну и все, пусть стоит. Можно накрыть полотенцем, чтобы она не подсохла. Вот я испекла пирог. Пекла я его 45 минут на 180 градусов. После того, как он постоял 20 минут в духовке, я его достала и смешала желток, чуть-чуть растительное масло и чуть-чуть молоко. И это смазала. И поставила еще на 25 минут. С учетом, что у меня картошка очень мелко нарезана, он за 45 минут испекся. Если картошку заранее чуть-чуть поджарить, то он за 20 минут у вас будет готов пирог. Все, вот такой он получился.